привет, с вами Игорь. И сегодня у нас, как вы уже поняли с картинки, продолжение прошлого видео. Эксперименты, только уже выводы. Выводы с тех экспериментов. Ну, в тот раз и так видео очень длинное получилось. Уже выводы там негде было уже впихивать просто и так 30 минут. Кстати, кто первый раз зашел на мой канал о альтернативной энергетике, в описании под видео и в конце видео будут ссылки на все плейлисты. Солнечная электростанция без инвертора и аккумуляторов для нагрева, чисто тепловой насос самодельный, коллектор, солнечный ветряк, все заходите, смотрите. Итак, какие можно сделать выводы с того эксперимента, что я убрал рекуператор? Ну, сразу вам скажу, положительный результат, мне понравилось, и я так и оставлю. Я теперь ничего, рекуператор возвращать не буду. И в тепловом насосе, если бы я делал сейчас, но об этом позже, что бы я сделал сейчас, как я бы сделал сейчас, это в конце видео. У меня тут насобиралось такие нововведения, будет полезно для тех, кто думает собрать себе тепловой насос. Как бы лучше было сделать бы, ну, сейчас, вот не такой, как у меня сейчас есть, а немножко по-другому. Я это озвучу в конце видео. Что я заметил? Что вообще изменилось без рекуператора? Практически ничего не изменилось, если не считать, что меньше стала расти температура компрессора. То есть он уже стал меньше как бы перегреваться. Перегревался он просто потому, что я догревал фреон, выходящие пары фреона своим докипателем, рекуператором. А это было и не нужно. Но оговорка такая: рекуператор не нужен в такой системе, как у меня. Вода при плюсовых там температурах кипения и все такое. Если у вас какая-то другая будет система, планируется там геоконтур, там где можно загнать в минус очень легко свой этот пропиленгликоль, теплоноситель, или воздушная система, я сейчас за эти не говорю системы. Там, возможно, он даже и не то, что не нужен, а и даже и необходим. Я говорю сейчас просто про тепловые насосы, принцип вода-вода, то есть скважинная вода. Вот при скважинной воде, какой бы температуры она ни была, там с колодца или скважины, плюс 11, плюс 10, плюс 5, 8, 7, смотря у кого-то какая живет, где, тут он не нужен. Однозначно этот рекуператор не нужен. И почему? Он не то, что ничего не дает, он даже вредит системе со стороны испарителя. Почему? Он как бы догревает и так перегретый у меня пар фреона, в моем случае и так он перегретый, потому что выходит пар фреона у меня плюс 10 с испарителя, а температура скважинной воды заходит плюс 11. Почти то же самое, видите? То есть у меня пар практически... И я его еще и рекуператором догревал на 3 градуса. Кстати, смотрел потом мне зритель скинул ссылочку на видео очень классное, посмотрите, советую, про работу ТРВ, как он работает, там настройки, все такое. Советую посмотреть, я его занес в свой плейлист, там вы его найдете про тепловой насос, советую это видео всем посмотреть. Вот, поэтому рекуператор не нужен, он перегревает фреон. И вот этот уже человек в этом видео, он говорит, что плюс 13 это горячий, это очень горячий пар для компрессора, что ведет соответственно к перегреву компрессора. Вот плюс 13 все-навсего, да, видите, как, ну, вроде бы и какой он горячий, но для компрессора это считается очень горячий газ, поэтому компрессор у меня перегревался. Соответственно, я не мог поднять, ну, что боялся, что он перегреется выше температуры в теплоносителе в доме, потому что эти температуры взаимосвязаны. Теперь я могу поднять эту температуру, ну, если оставить те самые настройки, хотя я уменьшил эти настройки, потому что по температуре выключения, потому что мне не надо такая температура в доме, и он работает, ну, практически, можно сказать, может работать, если еще и на улице холодно, даже без остановки. Вот. То есть мне такое не нужно, я уменьшил до 83, сейчас у меня стоит выключение на 83. Если ставить на 85, ну это еще нормально для компрессора, это еще не перегрев, то у меня нагревается даже 37 и больше.
температура, даже почти там 38 доходит температура в теплоносителя, в теплоаккумуляторе, ну и соответственно в системе отопления. Температура в доме при этом 23 и больше даже. Вот, 23 и больше, ну это сейчас правда тепло, надо будет, когда морозы будут. То есть, ну хотя с другой стороны, мне вот этот вот эффект и не нужен такой тепло, потому что он больше начинает работать, тепловой насос, уже не 10-12 часов он будет работать, а больше, 14, 15, 16, а то может быть даже и все 20 часов в сутки может работать, если на большую температуру. Ну, потому что девяточка компрессор, сами понимаете, он слабый. Ну, для дома даже 60 квадратных метров небольшого, это слабоватый компрессор. Вот, поэтому это повлечет за собой как бы большую оплату за электроэнергию. Вот, ну она у меня и так сейчас не очень там, ну, если я сейчас 300 гривен плачу, то может платил бы, чтобы держать так 22 в доме, то 20-22, то платил бы, может, там 400 гривен, может 500, не знаю. Это надо пробовать, ну больше. Но мне это не нужно. У меня, в принципе, 19-20. Кстати, ну что, термометр у меня этот брехливый был. Я так перемерил вот этим вот электронным, не 18-20 у меня где-то 19-21. То есть на градус врал он. Вот такие термометры. Вот, поэтому я же говорю, мне этот как бы эффект, но почему он не нужен? Он вообще-то и нужен. Нужен этот эффект, потому что я плюс результат, вот можно сказать такой результат этого эксперимента, что я теперь могу отапливаться им даже при очень низких температурах на улице. Если у меня раньше там, например, в теплоносителе в системе было 34, максимум 35, и то даже оно не доходило, и компрессор выключался, то теперь я спокойненько могу в сильный мороз пойти, выставить, нажав кнопочку там на температуру компрессора выключения 85, а не как сейчас 83, и у меня будет греться уже до 37-38 тепло. И я могу уже жить, вот, да, он будет больше работать, но тогда мне вообще топить дровами не надо будет. То есть, ну, я показываю сейчас возможности теплового насоса. Некоторые думают, что он не может там нагреть, там не способен, выше температуру, мороз, ай-яй-яй, мы все замерзнем, все такое. Нет, ничего подобного, все он может, если правильно все сделать, он все нагреет. Да, он будет больше работать, может быть даже он будет круглосуточно у меня работать в сильный мороз. Вот там ну, такой минус 10, минус 15 и ниже. Вот, ну, он может справиться. Вот факт то, что интересно, он может справиться. Кстати, хотел еще тоже сказать про вот эту точку баланса. Я так понял, что, который я упомянул в прошлом видео эксперимент, что это такое. Я вот всегда вот думал, надеялся, ждал такое, чтобы увидеть, когда же теплоотдача моих всех радиаторов сравняется с теплоотдачей выработкой тепла тепловым насосом. То есть, когда вот перестанет эта температура расти, уравнение такое получится, понимаете? Что он вот дорос температура, например, там 36, 37, 38, да, и все, перестала она расти, потому что уравнялась теплоотдача моих радиаторов и теплопроизводительность теплового насоса. И вот я достиг этой точки, можно сказать. Но надо еще понимать, что эта точка сильно зависит от самой температуры в доме. То есть мой тепловой насос накачал там 35, но температура в доме растет. Потому что увеличилась температура радиаторов. Она немного подросла, соответственно разница между температурой радиаторов уменьшилась. Тепловой насос еще может накачать, потому что уменьшилась теплоотдача моих радиаторов. И теплоотдача радиаторов зависит от разницы температуры воздуха в доме и самих радиаторов. То есть вот этот температурный напор, так сказать. Вот, от него и зависит. Вот, ну я надеюсь, правильно объяснил, доступно и понятно. Вот, поэтому я вот так вот вижу, что оно выросло, уравнялось где-то примерно 36-37 градусов. Дальше просто растет температура в доме очень медленно, ну там 22, 23, так понемножку ползет, уменьшается. Потом же теплоотдача радиаторов, опять же подрастает
температура в теплоаккумуляторе, температура в компрессоре. Ну вот примерно вот на таком уровне я достиг вот этой точки баланса. И я думаю, что если бы сейчас за бортом было холодно на улице, мороз, то он бы у меня вот при температуре в системе 36-37 градусов работал бы не выключаясь. То есть температура уже не росла бы. Теплопотери дома в мороз были бы больше. Ну, сейчас не могу замерить какой-то февраль ненормальный, я вам скажу. Аномальное тепло. У нас весна практически, весна. Уже даже ночью морозов нет. Ну я в шоке вообще. Вот. И вот я достиг вот этой точки баланса. Поэтому я же говорю, вот плюс того результат этого эксперимента тот, что показал возможности моего теплового насоса. Хоть там и компрессор слабенький, девяточка, но он может поднимать температуру. Даже, я думаю, в мороз у меня будет двадцаточка в доме спокойно. Ну, даже если он будет и работать практически не выключаясь. Ну и что? Что он там напалит? Что эта девятка может напалить? Ну, 300 гривен я сейчас плачу в месяц. Ну, буду платить, если он будет круглосуточно работать, 600 гривен в месяц. Что это дорого? Это 10 гривен сейчас в день отопления. У меня так будет 20 гривен в день. Ну что это? Я думаю, это недорого и это вполне терпимо. Можно и заплатить. Но мне такая температура не надо, поэтому я опять сбросил до 83 настройку компрессора. Сейчас он у меня греет примерно до 35 в системе отопления. И при наружной вот такой вот температуре воздуха, наружной на улице, мне вот так вот хватает в доме поддерживать 20-22 градуса свободно. Прекрасно, мне нравится, ну, показала возможности моего теплового насоса. Вот такой вот вывод можно сделать. Что там еще меня спрашивали? Остальные показатели никакие не изменились. Никакие. Изменилось, что с рекуператором, что без, изменилась только температура компрессора. Все. Больше ничего не изменилось. Хотя с другой стороны, со стороны конденсатора, было немного доохлаждения. Это как бы хорошо. Но это тепло не отдавать испарителю. Зачем это тепло отдавать испарителю? Это глупо, потому что оно испарителю не нужно, а вот, но с другой стороны конденсатору желательно сбросить. У меня выходит 30 градусов, получается, с теплоаккумулятора и заходит сейчас в ТРВ 30 градусов. Примерно. Вот, около 30. Я считаю, что это много. Это тепло, которое потерянное зря. Поэтому я планирую, при дальнейшем глобальной переделке вставить, это уже попозже, доохладитель этого жидкого фреона, чтобы он отдавал тепло в веранду. У меня в веранде очень часто бывает даже до нуля опускается температура. Пускай дает каких-то 200-300 ватт. Я понимаю, что жидкого фреона уже много не возьмешь. Но тем не менее он что-то там будет отдавать. Плюс еще один плюс от этого был бы, я забираю у этого доохладителем фреона каких-то 200-300 ватт, охлаждаю фреон уже, например, на вход в ТРВ не 30 градусов у меня зайдет в ТРВ, а, например, 15. Может быть, даже получится до 10. Ну, смотря, конечно, какого размера я поставлю этот доохладитель. Планирую от кондиционера какой-то внешний радиатор, блочок от 7, может быть, такой там. Просто сам решетка, вот это трубки, вот, может какой-то вентиляторчик маленький. В принципе, он не нужен, ее просто разместить горизонтально, чтобы он тепло отдавал. В веранде холодно. Даже плюс 15, пускай у меня входит в ТРВ, это было бы прекрасно. И что получается? Испаритель, у нас в испаритель входит температура фреона уже не плюс 30, а плюс 15, то есть меньше в нем тепловой энергии. Соответственно, он эту тепловую энергию доберет уже в испарителе больше, потому что с испарителя все равно в любом случае выйдет одинаковая температура фреона. Какая бы ни вошла в ТРВ температура фреона, плюс 10, 0, плюс 20, плюс 30, выйдет из испарителя все равно то же количество тепла. И получается, что испаритель, получив вот такую низкую температуру фреона, он больше, фреон заберет тепла в испарителе. То есть, по идее, теоретически, я думаю, что это правильно, у меня уже упадет температура воды, скидывающая
из испарителя выходной воды упадет, соответственно увеличится КОП, наш любимый, к которому мы все стремимся, и это самая главная наша задача, увеличить КОП. Мы как бы убиваем двух зайцев. Вот этим вот доохладителем конденсатора, последних там, жидкого фреона в конденсаторе перед ТРВ доохладителем. Это мы забираем, первый заяц, это мы забираем какую-то часть энергии у вот этого тепленького фреона, я там скажу, плюс 30, это достаточно теплый, еще можно забрать у него тепло. Ну пускай немного, но забираем. Плюс на это же количество энергии у нас фреон заберет в испарителе в воды опять же энергии. То есть у меня уже будет не 3 градуса теплоотбор, а может быть там 3,3, может быть 3,5 градуса. Ну полградуса, я вам скажу, это тоже неплохо. То есть я увеличиваю КОП, еще и получаю на ровном месте с конденсатора энергию. Вот. Ну одни плюсы от этого только будут. Поэтому если бы я сейчас сделал, я бы сделал вот так вот. Ну это мы уже дошли как раз до последнего пункта. Ну, вы поняли, да, что рекуператор в таком тепловом насосе вывод не нужен. Не нужен вообще. Он делает только вред. И даже если вы не сделаете вот этот доохладитель конденсатора, ничего страшного не будет. Пускай себе ходит 30 градусов ТРВ. Вот. Это лучше, чем рекуператор. Это уже будет лучше. То есть в такой системе, как у меня, вода из скважины, он не нужен. Еще раз повторю, это мы сэкономили меди, удешевим установку, усовершенствуем, улучшим ее. Ну, видите, одни плюсы, короче. Если это тот, кто будет делать, а я знаю, что многие делают тепловые насосы, поэтому уже не надо их делать. Так, итак, как сделал бы я сейчас? Первое. Вот еще я вспомнил одно. Первое. Я бы рекуператор не ставил. Я уже объяснил почему. Это как бы сделал я сейчас. По какой схеме. Он не нужен. Второе. Испаритель я укоротил бы. Ну, как я уже рассказывал это в предыдущем видео. Кто смотрел, то уже знает. Я бы просто перерезал эту трубку медную испарителя. И сейчас сделал бы 2 куска по 15 метров. Ну, там почти по 15. Или лучше даже 3 куска по 10 метров. Такую косичку себе скрутил. Запихнул в трубу. Но если не влезет, то 2. Потому что у меня труба 25-я полиэтиленка. Может 3 не влезет. И 2 точно влезет. Паучок. В начале и в конце развилочку такую, только паучок наружу, внутрь воду не надо ее прятать. Пайка только снаружи, никакие в воде пайки не делайте. Вот такой вот я бы сделал испаритель, это уменьшило бы гидравлические потери, улучшило бы тоже работу всей системы. Потом, третье, я поставил бы маленький ресивер после конденсатора. Да, он нужен. Почему? Потому что, как я уже понял, и мне это тоже писали в комментариях, у меня залитый конденсатор, достаточно много в нем фреона жидкого. И это мешает проходить парообразному. Ну, ему некуда просто проходить. Он хотел бы зайти, ну а куда он зайдет, если конденсатор там, например, наполовину залитый жидким фреоном. ТРВ его тоже не спускает, не может пропустить, потому что у него есть свои настройки, свой термобаллон, он его не пустит лишний в испаритель. Понимаете? Хотя еще попробую покрутить винтик ТРВ. Я его раньше крутил, это просто привело к пульсациям, поэтому я вернул назад. Но сейчас у меня без рекуператора, может сейчас это поможет, но я попробую. В следующих видео расскажу результат. Вот, и этот маленький ресивер, он тоже принимал бы в себя весь жидкий фреон, и конденсатор освободился бы от жидкого фреона практически полностью. То есть там бы был только фреон в фазе пара, или может быть уже начавшийся конденсат, то есть он уже стекал бы по трубках, просто себе медной трубе стекал бы просто в этот маленький ресивер, освободился объем, уменьшилось бы давление в конденсаторе, компрессору легче качать. Ну, наверное, одни плюсы. Но это, я так думаю, теоретически. Пишите, тут спецы у меня есть. Получилось бы так. Я вообще бы сделал, чтобы жидкий фреон был только в ресивере. Только в ресивере. Чтобы конденсатор проходил вообще газообразный фреон. Мне кажется, так было бы лучше. Но я не уверен в этом. Пишите, если я не прав.
Вот. Плюс этот маленький ресивер, он бы помог бы очень сильно с заправкой, правильной заправкой. Вы просто смотрите, ну, глазком, взять еще и ресивер с глазком таким, смотровым глазком, есть такие. Смотрите, вот работает у вас тепловой насос, запуск первый, начинаете заполнять, в ресивере появилась жидкость, там заполнилась, там, например, на пол глазка там, или на сколько вы смотрите, и все, прекратили. Или еще немного выключилась моя камера, много, говорю, 20 минут прошло. Вот, то есть ресивер, он как бы вам бы помог бы правильно заправить, он бы нивелировал вот эти вот неправильную заправку, то есть лишнего фреона уже бы не было. Ну, намного упростил бы заправку теплового насоса самодельного, потому что без него заправить так вот очень точно практически невозможно. Будет или лишний, вот как у меня в моем случае, лишний фреон в конденсаторе, и мне кажется недостаток его же в испарителе. Но мне так кажется, что недостаток. Я бы ее добавил там. Но я покручу, еще попробую. Может поможет. ТРВ в смысле покручу. Вот такие вот мои соображения. То есть поставил бы еще маленький ресивер, если бы сейчас сделал тепловой насос. И я его таки поставлю. Эти все, кстати, новшества, как сделал бы, сейчас их сделаю. Я дождусь, когда накроется мой компрессор. Ну, когда же он должен накрыться, правильно? Ну, уже три сезона отопления проработал. Ну, там мне пророчествовали еще 2 сезона. Ну, 5 сезонов вроде бы пророчествовали мне, что он должен проработать. Я не знаю сколько, но я буду готовиться потихоньку. Там куплю новый компрессор, пускай себе стоит. Маленький ресивер куплю, еще там что-то для переделки. И когда он накроется, я уже все перепаяю так, как хочу сейчас. Так, как хочу сейчас. Ну, просто, чтобы сейчас вот работает, все, не хочется ее разрывать, этот спускать фреон. А потом, если компрессор накроется, все равно надо будет перепаивать, то, в принципе, вот. Дальше, доохладитель вот этого фреона я поставил, ну, это я уже сказал, жидкой части фреона, я уже сказал, это просто, может быть, там, кусок кондиционера наружного блока, там, от 7 отрезанный, или целый от 7, маленький такой, с ребрами совсем, чтобы он отдавал тепло, этот жидкий фреон, просто в веранду ее так поставить горизонтально, пускай себе это тепло поднимается от него. Ну, плюс 30, в веранде у меня плюс 10 зимой и даже меньше, то я думаю, за счет разницы в 20 градусов он бы нормально бы еще и отдавал тепло. И я уже сказал, какой бы плюс у нас был бы в испарителе от этого, что у нас бы входил бы, то есть больший бы теплосъем бы был. И там чуть-чуть, там чуть-чуть, ну, в сумме на ровном месте практически можно получать больше тепловой энергии, получить больший коп. Чуть-чуть, но тем не менее приятно. Дальше, 5. Я бы поставил, наверное, сейчас, чтобы делал ТРВ с внешним уравниванием. ТРВ с внутренним уравнением, с внешним уравнением. Вот это вот видео, которое вы посмотрите в моем плейлисте, который я сказал, да, про ТРВ, не мое видео, я просто занес плейлист про работу ТРВ, ну вы ее найдете, там оно, название вам, вот. Там же этот человек рассказывает, что ТРВ с внешним уравниванием надо ставить, это внешнее уравнивание, это просто дополнительная трубка, идет от ТРВ, мед. Ну, все так же, как и с внутренним, только дополнительная трубка, которая выходит и припаивается сразу за испарителем, за, по-моему, за термобаллоном припаивается. Вот. Это вот такие ТРВ ставят в системы, где большие гидравлические потери. Вот это как раз для меня, для моей системы. Если у вас стоит такая же тепловой насос, но проточные теплообменники, вот эти вот пластинчатые медные, там гидравлические потери никаких нет практически. Там теплообменник всего-то полметра высотой. Какие там У меня длинный очень теплообменник, испаритель. Я думаю, что там большущие гидравлические потери. И вот это вот внешнее уравнивание, оно помогает эти потери нивелировать. То есть более корректно работать ТРВ будет при таких потерях. Он бы, я так думаю, с этим внешним уравниванием пропускал бы больше фреона. Намного больше фреона в испарителе, более корректно работал, то есть и даже увеличился обкоп. Поэтому я поставил бы ТРВ с внешним уравниванием сейчас на свою систему вот такую. И даже если у меня было бы 2 трубки в параллели или 3, все равно там бы были гидравлические потери, все равно лучше поставить. На проточный теплообменник, вот эти ПТО заводские, я думаю, не надо. Ну, тоже спецы есть у меня. Пишите, стоит такой ТРВ ставить или не стоит.
Ну вот и все. Все видео, что я хотел сказать. Выводы по рекуператору еще раз. Кто не понял, рекуператор в такой системе, как у меня, вода для скважины, не нужен абсолютно. Мы только делаем им хуже со стороны испарителя, а со стороны конденсатора там практически никаких изменений. Вот, ну вот такие вот выводы, я думаю, интересные. Мы этим упростили систему, наш народный тепловой насос еще стал проще, избавились от ненужной одной детали даже. Ну, я думал, уже проще не бывает, оказывается, еще можно сделать проще и даже эффективней. Ну вот и все, вроде все сказал. Всем пока, до следующих видео. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, обязательно.